Ребята, всех приветствую. Тренировки онлайн. Как видно, как слышно, напишите кто-нибудь. Если кто-то смотрит. Спортсмены есть, кто смотрит. Напишите, как видно, как слышно. Вот, тренировка онлайн. Тренировки онлайн. Всем добрый вечер. Тренировка по боксу, разминка. Тоже рекомендации, советы. О, привет, Эджи, привет, добрый вечер. Вот, сегодня тренировка. Прыжки, бой с тенью. Как дела? Что нового у вас там? Были соревнования уже у тебя? Сегодня такой ветер, не знаю, как оно сейчас получится. Ну, хорошо. Сегодня буду делать... Ай, ну ничего, а что опять? Что было? Ты мне, если будет, ты знаешь, как надо сделать? Скинь мне видео, там почта или не знаю, как-то спишемся давай. Вот я посмотрю, если у тебя видео есть. Просто, знаешь, со стороны иногда мне люди такие вещи подсказывали, знаешь, ходил, вообще не видел, не понимал, да, что там какая-то маленькая, может быть, маленький нюанс, вот, который там, ну, маленьких не бывает, потому что с маленького получается большой потом в боксе. Вот, может быть, если у тебя есть видео, как-то мне скинешь, я посмотрю, пересмотрю видео, может, что-то тебе подскажу. А что опять? Тогда что там, я не помню, печень пропустил, да, или что там было? У тебя по очкам, ну так это ж уже, так это классно. Если по очкам, это хорошо. Отдал победу. Да, победу, можно сказать, отдал. Вот, а что это за соревнования были? На местном уровне какие-то городские, что там за соревнования? Так на местные. Ну, то ничего страшного, опыта набираешься. На контратаках же и строится. У нас ветер. На контратаках же и строится, ты должен это понять. Потому что на контратаках ты должен все строить. То есть, если ты, ребята, добрый вечер, тренировки онлайн, бокс, бодибилдинг, кроссфит, желает начать заниматься дома, не знает как, не знает с чего, подписывайтесь. Вот, канал для этого создан, блог, много комплексов тренировок уже. Привет, привет, привет. Бонсуар, good evening, guys, me. Вот. Ну, короче, если будет возможность, Эйджи, скинь мне. Ну, а за контратаку я тебе сразу могу сказать, это ноги. Ну, скорее всего, опять возвращаемся к тому же разговору, о котором разговаривали. Отрабатывая движение, я тебе сейчас расскажу и начинаю заниматься. Представь, что перед тобой лужа. Лужа обычная, вот лужа. Лужа, и тебе надо ее перепрыгнуть. Раз, два. Вот. Раз, два. Быстро это надо сделать. Вот. Передней ногой толкаешься назад, задней ногой толкаешься вперед. Вот. Раз, два. Раз, два. Возьми себе это упражнение и так по 2 раза. Так правильно, летел. Так вот, так я тебе показываю. Когда человек летит, вот, ты отходишь назад, назад. Можешь шаг сделать, встретить отсюда. Вот, можешь сделать раз, два, сюда развернуться, отсюда встретить. Срезку сделать. Это я ж тебе, у меня же все это есть. Мы же тогда с тобой разговаривали, посмотри видео. Вот, футворк, работа на ногах, загружай ноги. Надо ноги так загружать, чтобы они болели. Ну, я так делаю лично. Вот у меня, ну, если ты там, ну, чуть-чуть потренировался и пошел, нет, это не годится. Хочешь, чтобы постоянно двигаться на ногах, надо ноги грузить в каждую тренировку хорошо. Вот. Человек на тебя идет, помнишь вот это? Вот.
То, что мы делаем каждый, то, что я показываю, вот каждый раз тренирую вот это, назад и вперед. Вот это упражнение, оно для то есть для таких ситуаций, когда резко человек раз и вот ты отошел, а здесь сделал срезку, отсюда уже начал работать. Это же для этого упражнения. Посмотри, там есть, а ты его видел, я, по-моему, ты был в эфире, я показывал. Отходишь назад, вперед, вот, тренируешься. Почему я за него все время говорю? Потому что потом на автомате уже в таких случаях раз, да, смотри, отсюда ушел, понимаешь? Вот и все. Либо же вот, те же прыжочки, да, раз, сюда ушел, еще раз ушел, а потом уже встретил отсюда. То есть прыжками не дал поработать ему и сразу же вот вверх прыгнул. Поэтому надо тренировать. Да, ничего, так вот, это ж тебе, ты ж помнишь, я тебе рассказывал, для чего надо все повторять. Вот это именно для этого, это именно для этого тысячи раз надо повторять. То есть, когда ты вот это будешь делать каждую тренировку, 3 раза в неделю, отходы, подходы и прыжочки вперед-назад. Здесь вес, здесь вес, здесь вес. Тогда будет прогресс. Понимаешь? Мозг будет кучу их складывать, вот у тебя ситуация, да, тебе надо отойти либо подойти, наоборот, ты будешь это использовать на автомате, понимаешь? И прыжки, 100%, без прыжков, ну, конечно, ты должен это вот, раз, два, что ты отошел, потом уже работаешь или сюда. Ну, это много. 2 прыжка назад, уклончик вправо-влево. Тренируй уклоны, больше бой с тенью делай. Вот, бой с тенью, ну, вот что у тебя там не получается, что ты не смог сделать? Вот это тренируй, первый раунд, второй тренируй, то, что ты не смог сделать. Вспомни, так, я не смог это, все, встал и работаешь. Вот. Потому что тренер общую программу, он дает для всех, понимаешь? Вот, ну, если там любимчики или перспективные, ну, неважно, короче. Просто смысл в том, что ты должен сам тоже работать, понимаешь? Ну, сам понимать, что тебе, ну, он же не знает, там у тебя ноги, руки, или пальцы, или голова, или шея, или что там, ну, он же не, ну, как ты же понимаешь, вас много. Вот. Поэтому надо работать тоже самому над теми ошибками, которые есть, работать самому тоже. Я сегодня буду делать бой с тенью, буду тоже защиту делать, вот подходы, научись делать атаку, отходить, атака, раз, сделал, отошел. И то же самое сюда встретил, отошел, вот, постоянно вот двигай. А, у тебя же там еще это самое, снега постоянно. Еще вас не знаешь, что возьми резину легкую на ноги, легкую резину. Вот, можешь, закажи экспандеры, самую легкую возьми и в ноги, там есть такие держатели для ног, я не знаю, я не буду там, что там долго искать, тебе придется. Видео у меня есть. Я на ноги одеваю эспандеры такие специальные, ну, они есть везде в интернете, это все есть такие, как, ну, как лямки, знаешь, на ноги, и к ним пристегивается вот эта сама резина от эспандера. И обычно, как ты, что бывают самые легкие эспандеры, они дают нагрузку на ноги, да, потом ты их снимаешь, и ты двигаешься уже лучше. Эффект, ну, я так делаю, эффект очень хороший. Сейчас настрою, попробую. Блин, такой ветер вроде не очень сильный, но так подул и все. И взять этот держатель нормальный для телефона, то уже этот поломался, у меня ветра были, оно сдувает. Вот, и чуть-чуть не надо, запомни, никогда не давай большую нагрузку. Ну, не надо там, я сейчас там самый тяжелый повешу, будет бомба. Не будет вообще ничего. Одеваешь самые легкие, проработал технику, понял смысл, да, как ты двигаешься. Там уже выбрал там на 5 килограмм, на 6, на 7, на 8, на 9. То есть возьми самые легкие для начала. Нагрузка в любом случае будет, уже ты не просто двигаешься без ничего, понимаешь? Да, оно там все копейки стоит, там эспандеры по евро, может, по 2. Вот это тоже, да, возьми, попробуй. Плюс один можно просто купить, самый легкий тоже, но самим надо. Да, перенос веса. Перенос веса надо отрабатывать. Я на каждой тренировке говорю это ребятам всем. Потому что много
очень людей показывают, как груши бить там и как все остальное. Я ничего против не имею, это каждому свое не каждому. Вот. Но отрабатывайте перенос веса. Вот почему перенос веса, ты теперь понимаешь? Когда у тебя на автомате отработан перенос веса каждую тренировку, и вот эти вот все движения, вот эти все движения, ты делаешь очень-очень быстро и очень мгновенно. Понимаешь? Мгновенно. Ты видишь атака, тебя уже там нет. Вот для этого я каждый раз это показываю. Ну, есть. То есть надо для себя, ты знаешь уже свои слабые стороны, бери вот это отрабатывать. Бери отрабатывай, если надо тебе какие упражнения, там все есть, ты же знаешь, там открываешь, там можно отработать, выложил там. Вот. Если что-то непонятно, напишешь, а лучше видео скинь. Ну, если то, что я знаю, я тебе скажу, но на крайний случай даже, может, с кем-то тоже посоветуюсь, если спасибо. Здравствуйте, да, Артем. Ну да, стараюсь, иногда выхожу, тренируюсь. Уже не такой, как был раньше, но еще держусь, да. Держусь с последних сил, скажем так. Да, да. Да, Артем, бокс, бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика, вот, бег. Ребята, ветер, я извиняюсь, бывает, что его закручивает. И не стесняйся, если есть видео, можешь мне скинуть, я посмотрю. Вот, потому что, я же тебе говорю, у меня такие были случаи, что ходил упертый тоже. Не. Потом человек посмотрел там в телефоне, говорит, это, блин, да я ходил 10 лет, делал, что попало. Ну, не что попало, ну там нюансы, понимаешь, есть нюансы, которые можешь не увидеть. Ну, сам не увидишь. Ты для этого в залах, ты знаешь, везде зеркала, везде. Вот. Ну, давай, потом, если что, там, у меня там, по-моему, почта есть. Вот если, а вообще к тренеру подходи, тренер же за вас, ну, он же, как бы, ну, ему очень важно, чтобы вы выигрывали, это его труд, правильно, то есть пусть тебе, проходи, не стесняйся, говори, вот я чувствую, что у меня вот это, там, не получается, пусть тебе рассказывает, пусть какие-то задания дает. Если же нет, пиши, я тебе, там куча видео есть. На ноги, самое больше у меня там все упражнения, в основном, как ноги загрузить максимально. Вот потому что Э, без все через пару минут начинаю уже тренироваться, чтобы потом в 12 не заканчивать. Вот, потому что, ну, правильно, молодец. Вообще не стесняйся ничего. Пошел, а как это, как то. Вот, ну, запомни, ноги основное. Перенос веса и ноги, перенос веса. Вот, перенос веса, когда ты постоянно делаешь, ты постоянно быстро, вот, ты уже все, ты уже двигаешься, это уже, и тут, ну, это работа ног. Э, По кругу ты знаешь упражнения, я тебе рассказывал. Почему по маленькому кругу? Чтобы быстрее соображала голова. Ну, в основном тренера по большому кругу, да, ну, я ж как бы знаю и ходил, и сам тренировал. По большому кругу гоняют, чтобы хорошо разогреть туда-сюда. А вот по маленькому кругу специально ты прыгаешь, да, вот ты быстро разворачиваешься, понимаешь? Чтобы, чтобы ты быстрее реагировал. Привет. Всем добрый вечер. Понял? Вот. Так что то, что я тебе могу подсказать, это эти упражнения. Вот они загружают. И ноги постарайся прыжками, может быть, да, скакалка тоже. Чтоб как пружины были, да, раз, и ты уже сместился. Потому что не только бить уметь и атаковать это одно. Вот так это все умеют, этому все учатся, понимаешь. А уйти от атаки это надо, надо тоже учиться. И не так же, не меньше, чем атаки. Так, ребята, тренировки онлайн, кто хочет, подписывайтесь, приходите в эфиры, задавайте вопросы. О, Саша, спасибо. Ты мне постоянно комплиментов, брат, наделаешь, я тут начинаю таять. Спасибо, брат, очень приятно за такие слова. Да, тоже сегодня-то, ребята. Я решил подстричься, потому что тепло, уже жарко, да, но тогда в зале, помнишь, мы буду идти. Да я могу много чего, Мартик, показать. Очень много чего могу показать. Вот. А какой вес?
Какой вес? Спасибо, Саш, рад тебя видеть, слышать, здравия, брат. Спасибо большое. Да. Да, вот тоже как-то молодимся, короче, Сань, ты понял. Ну, вообще жарко было, а тогда 3 или 4 дня, пипец, обкидало прыщами, думаю, я сбрею уже. Так, чуть-чуть приаккуратил. Вот сколько у тебя вес? Мартик, какой вес у тебя, скажи? Не знаю, что. Мне надо понимать, какой вес, как ты боксируешь, панчер, не панчер, атакующий боксер, вес 50. Ну, на ногах постоянно двигаешься, атакующий. Всегда на жебе. Ну, да, Саш, ну, с Божьей помощью ты знаешь, как есть, так и есть. Всегда, Мартик, всегда левой рукой, ты знаешь, да? Вот, всегда рука. Всегда рука. Показал вверх, ударил вниз. Показал вверх, ударил вниз. Показал вниз, ударил вверх. Ну, это основное. Это основное. Раздергивать. Всегда левой рукой ты раздергиваешься. Всегда раздергиваешь левой рукой. Если ты левша. Да, Саш, взаимно тоже все взаимно. Если ты левша, раздергиваешь левой, правша правой. Вот, уклоны, нырки, старайся больше работать. Да, показал сюда, ушел сюда, отсюда сделал. Раздергивай больше. У вас такой вес, кто, ну, 50 килограмм, кто быстрее попадет, кто, да, кто быстрее, у кого скорость быстрее и движение на ногах, тот и выиграет. Ну, у вас все просто в вашем весе. Ну, там редко там нокаут или, ну, то есть в основном по очкам люди выигрывают. Поэтому двигаться на ногах больше, да, показал влево, ушел вправо, переносы веса. Thank you. Bro, hello everyone. Thank you guys, thank you subscribe, thank you like. Вот. Поэтому больше старайся двигаться, потому что если ты не... Thank you guys, thank you, good evening, good training. Потому что я в Бельгии живу, ребята. Мартик, потому что ваш вес 70 килограмм, вам будут давать очки, понимаешь, что тебе надо не обманки придумывать, а тоже ноги, как можно быстрее двигаться. Быстрее двигаться, наносить удары. Вот. Ты не обманки ищи, а количество ударов. Ты должен больше сделать ударов и больше двигаться, чтобы это судьи увидели, что ты двигаешься, понимаешь? Ну, это тебе мой совет, а обманки, ну, их там миллионы. Ну, я могу, ну, как бы, в каждом весе свои, понимаешь, свои нюансы. Вот. Я в Бельгии сейчас, ребята. Кто там спрашивал, не знаю, слышали, не слышали. Вот. Сейчас будет разминка, да, тренировки онлайн, бокс, бодибилдинг. Подписывайтесь. Да, ребята, мимо не проходите, тоже ставьте лайки, комментарии. А ну, скажи, Саш, что за удар таран? Я не знаю. Не, ну я знаю, просто напомни мне, пожалуйста. Спасибо, ребята, спасибо огромное. Спасибо, ребята, спасибо за поддержку, очень приятно. Thank you, guys, like, thank you, subscribe. Come my training live every day, except Sunday. А напомни, Саш, я этот, ну, понятно, знаю, но я не помню. Это типа что, толчок с переносом? Напомни, брат. А то сейчас опозорюсь, начну версии выдвигать, скажут, что это за кадры. Что это за... А, ты имеешь в виду отсюда, как подкидывая? Ну, конечно, иногда надо, Саш. Он знаешь, для чего полезный? Он для раскрывания, чтобы раскрыть. Чтобы раскрыть, да. Да-да-да, я понял. Отсюда, вот я раскрываю. Можно локоточки поднять. Да, поднял локоточек, ударил в печень. Вот стоишь, работаешь, чтобы локоточек подтянул и сюда сразу. Ну, не очень редко. Ну, очень редко, Саша. Ну, как бы, когда тренируюсь, да, с ребятами, когда тренируюсь, использую. Ну, вообще его, ну, как бы, он больше, он как тычок, такой удар, да, но его надо отрабатывать все равно. Сима Баку. Hi guys, hello everyone. Ребята, я, может, не знаю языков всех там. Всех рад видеть. Всем спасибо за подписки, за лайки.
Саш, конечно, тренировать, ты знаешь, тренировать надо все. То ребята вон спрашивают, приходят, говорят: "А ты там, да, вот это не надо тренировать, нам тренер сказал, или мы не хотим". Вот, оно никогда не пригождается. Тренировать надо все для общего развития. Как минимум, просто чтобы как минимум, чтобы общее развитие было, да. Поэтому я рекомендую, Саш. Привет, привет. Байден, приветствую. Я, Саш, всем, ты ж знаешь меня, меня что не спроси, я скажу, надо делать. Э, Он молодец, дышит. Да, он такой, как мы, Саша. Это мой одногодка, 40 лет. Конечно, ты что, так он никогда не курил, не пил, он спортсмен, ну, как бы человек поддерживает ну, себя. У меня других таких нету, да. Д- Здесь man in Polish, he made great sorry, а кто-то знает перевод, ребята, пожалуйста. Здесь man этот человек в Польше, хай, мат. No, 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 guys, this Belgium. This is Belgium. Бельгию. Да, так он со мной, Саша, так он со мной еще работал в парах. Конечно. Это ребята живут тут, мои друзья, земляки тоже. Там в Брюсселе живут. Вот, я ездил в гости, хотел на тренировку попасть в зал, а был же день труда, всё закрыто было, как мы нашли зал там. Вот. Ну как он и был, в смысле, пошли в зал в обычный. М. Ну что, нормально, потихоньку, чуть-чуть, ну, без нагрузки, а то, что надо, по чуть-чуть делают. Ну, я защиту отрабатывал, а он его чуть-чуть там тоже натаскивал, чтоб бить. Да, Саш, там мы еще и в теннис потом поиграли, так классно, уже в теннис 100 лет не играл. Так, ребята, я буду начинать разминаться, потому что сейчас ля-ля-ля-ля-ля-ля, потом чай достану, эти пирожки, пирожное, и все. А потом мне на, на соревнованиях голову дадут раз. Вот, поэтому я начинаю тренироваться, ребята. Саш, пиши, брат, я буду отвечать. Я буду тренироваться. Вот. Так, сейчас разминка, ребята, начинаем с головы. Как всегда, с шеи, точнее. У нас всегда, мы начинаем всегда сверху, а идем вниз до стоп ног. Саш, пиши, не уходи, если что. Конечно, я себе вчера тортик купил, съел тортик. А что тут такого? Я отдыхал, если честно, 4 дня, Саш, потому что чуть-чуть руки болели, там ноги. Вот, такую нагрузку иногда давал, что надо было. Я 4 дня отдохнул. Вот, 2 килограмма или 3 набрал, надо теперь за 2 недели скинуть. Вот. Так, все, начинаем, ребята, шея. М. Сейчас, да, вот это новые уже тенденции, вот, читал много статей, да, что запрещают шею по кругу разминать, врачи не рекомендуют. Не то, что запрещают, знаете, раньше всегда шею по кругу, да, разминали, вот, сейчас много там всякие врачи, всякие, да, ученые, вот, ну, эти всякие, да, как они называются, специальные вот эти врачи, да, я не знаю, не сильно образованные в этом деле. Вот, говорят, разминайте в 4 стороны, прекращайте вот это крутить. Да, это уже в интернете, и где-то я читал в статье какой-то, не помню, что по кругу вот сильно не давали, вот, а делали, да, частями, вот, эту сторону, да, поделали, вот, как полукругом, вот, потом вперед, вот, полукругом, вот, зад, вот, полукругом, эта сторона полукругом, вот. То есть частями, да, ну так советуют, не знаю, я пробую и так, и так. Потому что действительно, когда головой крутишь постоянно в одну сторону, потом в другую, вот, видишь, ну я тоже, Саш, я мониторю, потому что, ну, ты знаешь, с моей шеей, слава Господу Богу, проблем никогда не было. Но я имею в виду, что, ну, и людям же, люди смотрят, да, сейчас, ну, надо объяснять, потому что у меня же канал спорт, да, людям рассказывают, кто не знал, новая информация. Вот. Так, теперь делаем шраги, да. Это подъем плеч тоже для боксеров, ребятки, хорошее упражнение, вот, проваливаться, вот. Вот. Это упражнение для того, чтобы мы вот проваливались. Тоже его делайте.
Его надо делать вообще, там нету тренировки, ходишь там дома, вот, ходишь и делаешь вот это упражнение. Вот. Оно для трапеции. И когда ты боксируешь, тебе надо вот уйти, вот ты поднимаешь, и голову опускаешь, э, подбородок к корпусу, да, и поднимаешь плечики. Вот. То есть тоже полезно. Теперь прокручиваем 15 раз сюда, 15 раз вперед. Саш, ты тоже, что знаешь, пиши, вот видишь, знал, я начал говорить, ты написал, потому что я не могу все знать просто даже физически, понимаешь? Или где-то что-то пропустил, или что-то показываю неправильно. Конечно, так это основное. Тест начинается, все, вот оно, кровопоток, оно все вот здесь заводишь. Ну, для бокса очень важно это. Вот эти все мышцы, это для бокса не очень важно. А вообще шраги это с бодибилдинга, шраги с гантелями. Ребята, ножнички только руками. Ножнички руками. Ребята, кто заходит, ставьте, пожалуйста, лайки, если не тяжело. Все равно смотрите, да, читаете. Заходите, ставьте лайки. Саша, ножнички, да, ты знаешь, ножнички. Вот. Не знаю, настраиваюсь завтра выскакивать на утреннюю. Но не знаю, как получится, брат. Настраиваюсь. Потому что надо и тебя тоже поддержать. То тебя сам на утро отправил, а сам не ходит, да, спит до 9. Вот это 3 дня отсыпался, благодать. Не, ну надо организму давать отдыхать, потому что вот, и, ну, я сейчас взял, да, эти 3 дня, чтобы уже теперь сейчас входить, вот это по 2 хочу делать, уже в такой, знаешь, в режим. Так, ребятки, хлопки впереди, сзади, вот, тоже на широчайшие мышцы спины, ну, на общеукрепляющие. И еще раз повторюсь, вот, для ребят, кто занимается боксом, когда делаете разминку, старайтесь делать перенос веса, это просто полезно. Это просто полезно, чтобы не терять время, ты все равно стоишь руками машешь. Стоишь, машешь руками, вот, делай перенос веса сразу. Алекс, приветствую, все хорошо, слава Господу Богу. Все класс, ребята, тренируюсь, занимаюсь, да, вот, призываю народ, молодежь тоже тренироваться, заниматься спортом, чтобы быть здоровым и сильным. Да-да-да, Саш. Так что, ребята, призываю всех, вот, говорю, призываю всех, перенос веса. Ребятки, не забывайте, это мой совет, потому что упражнения надо использовать максимально эффективно. Максимально эффективно. Но если ты уже делаешь, вот, да, почему не делать перенос веса? Вот. Поэтому я всех и заманиваю, говорю, у меня суперкомплексы, ребята, приходите, тут все. Спасибо, Алекс, спасибо. У меня тут все расписано. Вот. А тебя давно не было, Алекс. Ты заходил, помню, когда-то еще холодно было. Вот. Да, куча информации новой. Уже и в залах побывать успел, поездил чуть-чуть. Да, сейчас, даст Бог, планирую на соревнования ехать. Так что, ребятки, разминайтесь и перенос веса используйте. Так, тоже, ребята, тоже, вот, суставы, вот, руки, вот, конечности раскручиваем вот так вот спокойно, чуть быстрее разогреваем, прогреваем связки, прогреваем сухожилия хорошо. И в обратную сторону. Это тоже очень важно, потому что руками мы работаем, руками бьем, руками защищаемся. Вот, прокручиваем хорошо вот так суставы, кисти разрабатываем. Потом пальчик берем, тянем к руке. Вот, тянем. Вот. Ребята, спасибо за лайки. Кто заходит, ставьте лайки, пожалуйста, чтобы эфир чуть-чуть мне его разгонял YouTube. Вот, пальчик сюда, потом ручку тянем сюда. Или вот так, может быть. Аккуратненько, но растягиваем, даем натяжку, потому что связки, сухожилия, их надо разогреть, прогреть. Вторая рука то же самое. Спасибо, ребята, за лайки, спасибо за поддержку. Тренировки онлайн, вот, бокс, бодибилдинг. Кто хочет, ребята, подписывайтесь, приходите в эфиры. Так, теперь растягиваем широчайшую, да, тянем, локоточек берем и тянем.
Хорошо, поздравляю. Поздравляю, Саш, поздравляю. Вот. Какой бизнес? Рассказывайте, если не секрет. Ой. Так, и тоже сюда. Вот. Ручка в одну сторону, ножка в другую. Чем занимаетесь? Так, все, ребята, переходим на вращение туловищем, да, делаем. Вот, в одну сторону не надо, спешить не надо, делаем, прорабатываем, чтобы проработались ножки, проработалась поясница, ручки уже начинаем. Да, ребята, боксеры, кто может, вообще разминка это для всех, кто смотрит, люди, да, ее сможет делать любой человек, абсолютно, она подходит всем возрастным категориям. В нее включаются упражнения, еще будут дыхательные упражнения, будут растяжка, будут прыжки. То есть то есть если кто-то смотрит, слышит там бокс, не обязательно, что это только для бокса разминка. Это общая, укрепляющая разминка. Специальными дыхательными упражнениями, будет специальной растяжкой ног, растяжкой ступень. Вот. Так что вот, я делаю по 15 раз. В одну сторону сделал, сейчас в другую. Мы пока, Алекс, не знаю, пока тут думаю еще, да, язык учу, но я за границей в Бельгии. Тут чуть-чуть языковой барьер, сейчас надо английский, французский подтягивать. А вообще, да, тоже занимался бизнесами, да, вот. Тоже и частным предпринимателем очень долго проработал, так что я не только боксер. Так, ребята, теперь начинаем, коленочки, коленные суставы тоже аккуратно прокручиваем, вот так вот ножку в одну сторону разогреваем. Задача разминки прогреть. Вот каждый узел, ну, узел это, грубо говоря, ну как машина, узел, говорят, человека, да, соединение, ставы, связки, вот, сухожилия. Вот все надо прогреть. Все надо прогреть, чтобы ты уже был разогрет. И туда должна кровь пойти. 15 раз делали в одну сторону, 15 раз в другую. О, вот это мои мысли читаешь. Я там тоже пару упражнений добавил. Ну, не знаю, завтра, если выйду, буду видео снимать. Вот. Я там, ну, я сейчас реакция в основном, ну, тоже там подобавлял на лимфу. Ну, короче, кое-что там, да, повычитывал тоже. Ну, повычитывал, вспоминал, Саш. Так, теперь на стопы переходим, ребят. Стопы, вес на передней ноге. Прокручиваем по кругу 360 градусов. В одну сторону 15 раз, в другую 15 раз. Вот, прокрутили, стали, вес на передней ноге, то, что отдыхает. Вот, пошли 15 раз. О, Саш, спасибо большое. Спасибо. Это, кстати, Алекс, это тот человек, который мне посоветовал, насколько я помню. Да, ну, мне друзья советовали давно уже. Вот. Э, и вот Алекс мне посоветовал. Я сделал, кстати, там все пооткрывал. Ну, и там видео кое-какие повыкладывал, уже там нарезки всякие смешные. Ну, надо времени много, Алекс. Но все равно за идею спасибо. Вот я сделал там все. Провороты мы сделали, теперь тоже вес вперед. Спасибо, и спасибо, Алекс, за то, что я так написал, мне это очень приятно. Тоже 15 раз делаем в эту сторону, 15 раз в эту сторону. Ну, вообще, я там сейчас смотрю камеры, да, я хочу взять или GoPro, или Osmo, ну, уже начал вникать, знаешь, как готовлю информацию, выбираю, что лучше, потому что, ну, хочется, знаешь, потому что я тут очень, бывает, много времени веду стримы, вот, и чтобы качественно было, да, потому что потом включать мне жалко, представь, я там 2-2,5 часа, и нету качества, я не могу, ну, не знаю, насколько это от камеры зависит, но говорят, что камера тоже роль играет. Поэтому я чуть-чуть посматриваю, у меня уже кое-какой план есть, да, но я даже, ну, в любом случае буду брать, да, ну, если и поддержит кто-то, это будет супер, да, у меня какой-то, как стимул будет, можно так сказать. Ну, это будет приятно мне и для стимула, я думаю, очень серьезно. Так что спасибо, это, ну, и хорошая идея, и совместными усилиями. Ну, и даже стримить, вот, допустим, я поеду, соревнования должны быть. С телефона, я думаю, не так будет, как я камеру поставлю, там, вот это со всеми наборами.
Ну, короче, план есть у меня там уже кое-какой. Так, ребята, теперь перенос веса начинаем потихоньку. Вот, и полуприсед делаем с 75, стараемся чуть-чуть ниже уже наклониться. Это уже мы ножки разминаем, коленные суставы разогрели. Вот, пошли уже ножки. Вот, прорабатывать. И можно чуть-чуть ниже вот, присаживаться. Чуть-чуть задержаться можно, да. Смысл, еще раз повторю, ребята, разминка, чтобы прогреть все связки, сухожилия, трясти, разогреть организм. Поэтому не надо как разминки относиться там, да, как отстрелялся быстро. Спасибо за лайки, ребята. Она для того, чтобы вы разогрелись, подготовили себя к основной тренировке. Так, теперь на поясницу и на ноги тоже упражнение делаем вдох. Вдох, раскрываем руки, наклоняемся вниз. Ноги чуть шире плеч. Касаемся земли и поднимаемся вверх. Так, ребята, это было у нас уже поясница. Вот, сейчас делаем тоже дыхательное упражнение. 3 вдоха коротких. На третий раскрываем грудь, делаем большой вдох глубокий. И 3 наклона вниз. Раз, 3 разных места. Вперед, перед ногами, возле ножек и за ножками. Можно чередовать. Смысл упражнения. Делаем 3 вдоха. И третий, самый большой, полную грудь набираем. Уходим вниз, делаем выдох. Так я ж почему, Саш? Ты ж, брат, я для этого рассказываю специально, я тебе отвечаю, я специально это рассказываю. Специально, потому что я знаю, какие проблемы потом. У меня там все видео, посмотри, послушай, я им одно и то же рассказываю все время. Ну, да, да, и пишите, Саш, тоже пишите, ребята. Это важно, чтобы знали, чтобы потом скажут, блин, вот, смотрел, не сказал, ну, то есть я специально ее и показываю, я ж могу включить после разминки, правильно? Я специально ее и повторяю, и показываю. Один вдох, второй, третий и 3 выдоха. И на третий раз выдавливаем, животом напрягаем пресс. Это упражнение, оно и дыхательное, и растяжка, и дыхательное. Это, ребята, упражнение вообще для увеличения легких. Есть просто, можно без наклонов делать, но я объединил 2 упражнения. Вот, ну, кто знает, тот уже знает, да, что у меня 2, 3, 4, может быть. Ну, просто я как бы сторонник эффективных тренировок. Вот, поэтому мы все равно вдыхаем, все равно наклоняемся, все равно вдыхаем воздух. То есть я добавил чуть-чуть, да, разворот здесь, чуть-чуть раскрытие грудной клетки, да, чтобы мышцы там поработали. И внизу выдох. И чуть-чуть задерживаемся, даем чуть-чуть нагрузку, да, растягиваем поясницу, мышцы ног. То есть, ну, объединил просто несколько упражнений. Одно дыхательное, одно на растяжку, да, и добавил количество повторений. Все. То есть поэтому я и рассказываю. У меня комплексы, у меня объединенные много видов спорта. Да, ну кто, может, не знает, кто сейчас смотрит впервые. Вот, ребята, задавайте вопросы, приходите. Все о спорте, эфир здоровья. Так, у нас что там осталось? Все, у нас уже прыжочки, проворот плечевого пояса. Это тоже очень важно для боксеров, ребята. Вот я делаю с прыжком 15 раз вперед. Вот.
Спешить не надо, чувствуем, как проворачиваем. Вот, надо чувствовать. Руки бросать вперед. Вот, плечики вперед, ручки бросаем. Вот, 15 раз назад. Можно с прыжком тоже. Если просто кто-то будет как разминку использовать, можно встать и сделать стоя. Теперь руки горизонтально. Вот, делаем такие вращения. Это для суставов рук, да, тоже полезно. И так обратно. Все по 15 раз. Можете начинать. Здесь можно вот с ножки на ножку вместе перебрасывать. Теперь вот себя тоже для суставов 15 раз. Такая, ребята, разминка. Она уже закончена. Сейчас будем. Если кому понравилась разминка, она есть у меня в видео. Можете найти на канале, да, у меня. Это ты имеешь в виду вниз и прокручиваться, да, присел и вверх подпрыгнул, перевернулся. Извините, ребят. Саш, я не пойму, что за поворот с прыжками, напиши. Это то, что вот так вот, ты имеешь в виду, присел, выпрыгнул, развернулся или какое? Напиши, пожалуйста. Так, что у нас? Вот, ребята, сейчас растяжка стоп, садимся на землю, да? Точнее, ложимся. В смысле, садимся, да. Вот. И таким движением берем свои стопы, да, пальцы большие ног, тянем к себе. Показываем пальцами на себя, да? Тоже 3 вдоха и 3 выдоха, и выдавливаем. Ты понял. На 3-й раз полностью выдавливаем. И пальчики ножек тянем к себе. Вот делаем так 3 повторения. И на 3-е назад не раскрываемся, берем пальцы стоп, вот ног, и тянем к себе 10 раз минимум. Я 15 делаю, делайте 15. Вот, все. Тяните сильно, не бойтесь, потому что это упражнение, оно многих, которые разогревают мышцы ног, которые невозможно вообще тяжело где-то разогреть или загрузить. Вот, растягивают и загревают. Вот, тоже делаем. Так 3 повторения. То есть тут 3 вдоха глубоких, на 3-й полностью легкие. 3 выдоха. И ножки берем и тянем. Тянем пальцы сильно, не боимся. Берем большие пальцы и тянем. Так можно 3 раза повторить. Полезно. Можно после 2-го раза отдохнуть, да, и снова. Не забываем пальчики тянуть к себе, на себя. Все, растянули. Вот, хорошо, растянули, поболтали ногами. Взяли. Одна ровно.
Тому що 15-22. Помощник, который лежит, тянем. Ее напрягает. Не забывайте, это важно. То есть работала и одна, и вторая нога. Все попеременно. Я понял, Саш. Проворот. Ну, я это называю проворот дельтовидных, да, плечевого пояса. Я понял. Ну, конечно, важно. Это в любом споре. Я же там и говорю людям, что это не только для бокса, да, это общеукрепляющее. Вот, ребята, это была у нас разминка. Это была, ребята, разминка. Она у меня заняла полчаса, потому что я и с ребятами разговаривал. Там, в общем, вообще она у вас 20 минут должна занимать. Вот эту разминку я рекомендую. Неважно, кто вы, какой физической формы. Вот это по этой разминке вы можете тренироваться. Вам это будет очень предостаточно. И плюс еще сейчас прыжочки я буду делать. Вот 50 прыжков с хлопком начинаю. Для боксеров я уже рассказывал, что становимся во фронтальную стойку, пальчики чуть-чуть внутрь коленочки, да, чтобы одновременно прорабатывать вот и стойку. То есть я имею в виду прорабатывать пружинку, да, перенос веса, вот загружать ноги, вот в таком вот, да, как они нужны для бокса. Обычно, то просто для себя делают, ребята, делайте просто. Я делаю суперсетом 50 прыжков, 15 секунд отдыха, еще раз 50 прыжков. Можете начинать с 25, 30 без суперсета. Ну, смысл, да, что все упражнения чуть-чуть под бокс у меня заточены, да, там, где ноги как поставить, вот, для переноса веса, чтобы не терять времени. Разминка, ну, мы, вот. А для обычных людей, ребята, как вы там ноги поставите? Спасибо, Саш, большое. Да уже с годами уже отточено так все. Вот. Сейчас суперсет, вот 15 раз я сделал, и сейчас 15 раз буду делать. В суперсете, ребята, не обязательно суперсеты, да, кто начинает только. Стремитесь к 50 прыжкам. Я делаю суперсет, потому что я максимально загружаю ноги. И следующие прыжки, еще 100 прыжков, тоже будет суперсетом. Только там прыжки просто пальчиками отталкиваюсь, да, чтобы конкретно уже... Эти прыжки, они не обязательны для... Вот. Те, кто хочет просто воспользоваться этой разминкой. Эта разминка у меня есть там во многих видео, главы, есть там написано разминка. Вы практически в любом видео можете найти. А есть именно по разминке видео, именно там четко за каждое... Именно лучше посмотреть видео про разминку, там, где за каждое упражнение написано. Да, они разобраны, просто вам легче будет. Ну, это понятнее будет смотреть его. Вот так делаем еще 50 прыжков. Вот, ребята, и кто тоже боксом, да, вот ножки чуть-чуть смотрят в середину и пробуйте так, раз, два иногда, да. Вот. Пружинку пробуйте. Делаете прыжки, но иногда можно, да, пропрыгать, вот, встать и пропрыгать. Вот так, чисто для разнообразия. Ребята, вижу, я сейчас подойду, сейчас. Доделывал. Рыбачок, добрый вечер. Добрый вечер, друг. У меня там тоже дружбан, здесь один Пашка рыбак, и я тоже такой, ну, не особо рыбак, но люблю. Так мы когда-то пообщаемся, я думаю.
Потому что ты рыбачок конкретный, я так понял. Да-да, Саша, суперсет. Да-да-да, я знаю, еще 3 сета есть. У меня есть еще 3 сета, Саша, это только начало, брат. Да, а ты что, я у меня, ну, вот у меня он любит рыбалку, да, ну это мой дружбан, земляк. Вот, любит рыбалку, я ж Павлович, а це Паша. Да, я видел, я смотрел, заходил. Этот, вот, так хочет канал свой сделать, говорю, делай канал про рыбалку. Говорю, я тебе уже нашел дружбана, говорю, познакомлю вас. Ну, я гоню, короче, брат. Ну, мы вообще думали, мы в Нидерланды ездили крайний раз на леща, зарыбленное озеро, понял? Пипец. И рыбу надо выкидывать, потому что ходят эти голландцы, да, они, ну, если видят, что ты забрал, могут и полицию вызвать. Ну, рыба, пипец, ты закидываешь удочку, понял? Фух, вот такие лящи, там, карпы, ой, карпы, не, или лящи, наверное, я уже запутался, ну, вот такие, понял, минимум там 1,5 килограмма. Вот это мы на такую я рыбалку крайний раз ездил. Вот. Так, ребята, прыжки теперь, вот, толкаемся одними пальчиками, тоже 50 раз. Ребята, извините, да, я буду в темпе хочу заниматься. Вот, рыбачок 4 дня отдыхал, стал сегодня на весы плюс 2,5 килограмма. Тортиков поел, фруктиков. Вот, теперь надо херячить. Значит, сегодня начал, 4 дня у меня отдых, пацаны, был. Вот решил отдохнуть, потому что 40 лет оно чуть-чуть дает. Уже о себе знать все равно. Да, Саш, с суперсетами. У меня еще есть 3 сета, у меня есть добивание, у меня есть подводящие упражнения. Я на этой теме. У меня, ну, короче, очень серьезно. Я просто не успеваю все делать, понимаешь? Ну, я и так вроде материала. Да, кто хочет, я надеюсь, что кто хочет тренироваться, может, да, взять для себя что-то, научиться. Вот. Поэтому и так стараюсь побольше выкладывать хорошего чего-то там, да, и... Но пока да еще я не дошел до этих 3 сетов, да, вот еще придет время всему. Даст бог сил, короче, я все сделаю. Так что, рыбачок, скоро там на рыбалочку, короче. Не знаю, уже самому, кстати, такой, чтобы поехал. Вот. Хочется. Просто тут или зарыблено, или ни хрена не ловится, короче. Сидишь tu просто целый день. Или приезжаешь и одну за одной тягаешь, а тебе потом дядя подходит и говорит: та-та-та, ну выкинь быстро. Так, делаем еще 50 раз. Спасибо за лайки, ребят. Все, уже прогрелся. Вот эта разминка. Не знаю, я ее, Саша, делаю. Вот это то, что я сейчас заканчиваю. Вот это прыжки, плюс растяжку, плюс ту разминку. Все, я себя чувствую прекрасно. Ну, понятно, что тренировка, я имею в виду за разминку. Просто я ее сейчас долго делаю. Ну, вообще 20 минут максимум с прыжками. Вот, ну, и 1,5 часа, час. Всё, прыжки отпрыгали. Ребята, ставьте лайки, кто заходит, смотрит, пожалуйста, чтобы YouTube. Спасибо, ребята, спасибо большое. Нырки, сейчас нырочки, ребят. 50 нырков делаем. Нырки я уже рассказывал, да, старайтесь просто проваливаться. Вниз вы просто падаете. Вы. Тренируйте так, как вы вниз должны просто упасть. У вас ноги должны подкатиться, и вы провалитесь. Отсюда уже выныриваешь. Сюда упал, отсюда выныриваешь. Сюда, потому что ноги учат там вот это корпусом вот это делать. Это не нужно, ребята, делать. Потому что если будете так учить, и оно не... Ну, вы как хотите, я вам просто рекомендую то, что делаю. Я проваливаюсь, да, и выхожу. Упал, и отсюда вышел. Упал и вышел. Упал и вышел. Упал и вышел. Упал и вышел. Тоже все на ножках. Да. Тоже все толкаем. Вот, не знаю. Эйджи ушел, вот как раз для него упражнения были.
Не ленитесь, делайте. Ножки загружайте. Вот, выталкивайте себя. Потому что заучите. Вот, правильно. Будете делать на автомате. Оно дает свои плоды потом. Так, это у нас снорочки были. Ребята, я извиняюсь. Всем вечер добрый, тренировки онлайн. Бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, бег, кроссфит, комплексы. Рыбачок, а ну разберись. Не знаю, жалеют, наверное. Наверное, я не дотягиваю на лайк, брат, не знаю. Я стараюсь каждый раз усовершенствоваться. Да не, мне просто оно, мне ж понимаешь, эфир же разгонится, да, быстрее. Вот, ну, и мне просмотры, да, у меня даже монетизации нету. Ну, вот я там рассчитываю на нее когда-то, она там, может, будет. Ну, чем больше просто смотрит, это часы там идут. А так и не надо, Саш, делать. Ну, сильно доворачивать не нужно. Так, подожди, брат, извини, секунду. А, уклоны. Я делаю уклоны и разговариваю, Саш. А сильно доворачивать не надо, Саш. Потому что если вдруг ты не попал, у тебя может нога закрутиться. Ребята, 50 уклонов. Смотрим вперед. Вот, я на вас смотрю, вы на меня. Вес переносим на переднюю ногу. Надо крутнуть корпус. У вас вес вы перекидываете сюда. И заносите сразу вес, заносите на ту ногу, которая в сторону ушла. У вас тут занято. Сюда пошли. Сюда занято. Или же вы меняете стойку, или вы сразу отсюда работаете. Вот. Ну, можно перейти и встать в свою стойку. Ну, я просто отрабатываю вот, нырок с две стороны, да, обычно. Так что, Саш, есть такая практика. Спасибо, рыбачок, спасибо, брат, за поддержку. Вот. Есть такая практика, многие вообще запрещают. Я тебе скажу, что... Да то ты так думаешь, не. Толчок надо делать, Саша. Я сейчас расскажу. А где сова? О! А то ездят малышня, заниматься не хотят, прятаться, капюшоны понадевали и ездят на великах мимо меня. Вот это ж фиг заставишь тренироваться их. Ну, я не заставляю. Вот, ну, бокс же ж такое, что... Бежу. Два, три, two, training, no? What? Football. You play football? Yes. Is he? Is this? Me look friend. Look, friend. No. Friend. Luca. Je regarde Luca. Ну, а ты Мухаммед? Мухаммед Шерши? Mohammed. Окей. Я сделал уже уклон. Саша, я должен, у меня учили вообще изначально, одни там из первых тренеров, вообще докручивать на 90 градусов. Но я со временем пришел с... Ребята, ассаламу алейкум, очень рад, очень приятно, что с Востока тоже много откуда люди заходят. Спасибо, ребята, за поддержку, спасибо за сообщение. Бокс, Forever, тренировки онлайн. Приходите, ребята, советы, рекомендации. Вот, пожалуйста, очень приятно, что заходите. Ой, очень рад, очень рад.
со всего мира люди. Класс. Эфир здоровья у меня. Основа бокс, да, я боксом занимаюсь. Вот. Спасибо, Рыбачок. Саш, поэтому смотри, да, учиться, да, 90. Вот у тебя пошла нога 90. Вот, и нога 90. Но когда ты бьешь, ты просто пальчики выталкиваешь руку. Вот, нога у тебя вот так вот работает. Вот. Видишь, она просто поднялась на пальчиках. На пальчиках не обязательно его вкручивать. Не обязательно. Чуть-чуть можно, чуть-чуть вкрутить там на 30-25 градусов. Не обязательно, потому что если ты промазал, вот ты стоишь, да? Вот у тебя нога закрутилась, и ты можешь упасть. Это, потому что, я из-за чего включился, потому что, я не приверженец этой теории, чтобы полностью закручивать ногу. При тренировках, когда учимся, да, ставить удар обязательно, потому что человек не поймет вообще, что от него надо. Вот, но когда уже в спарринге, когда ты работаешь уже, да, я рекомендую толкаться. Вот, толкаться. Вот, толкаешься пальчиками. И чуть-чуть можешь докрутить, чуть-чуть, потому что если будут учить, понимаешь, да, это вообще, учить, конечно, надо. Учить, конечно, надо, но чуть-чуть, сильно не закручивать. Да и ты ж, Саша, тоже был. Я уже много раз это говорил. Я все вот эти важные моменты, я всегда говорю, потому что потом придут, скажут, что это за... Понимаешь? То есть это, это серьезные вещи. А учить надо, да. Учить надо 90. Вот, учить 90, потому что ты не отработаешь его. Просто когда ты бьешь, у тебя нога чуть-чуть прокрутилась, чуть-чуть, но ты ее руку, да, ногу толкнул. Вот получается. Смотри, у меня нога где-то вот она. Вот, чуть-чуть, видишь? Она чуть-чуть в сторону уходит, но он не прокручивается. Не надо, лучше не стоит. Спасибо за лайки, ребят. С тенью. Все, ребята, у меня... Ребята, у меня бой с тенью. Раунд 1. Я работаю. У меня бой с тенью по 3 минуты. Вот, пишите, я там, где смогу, где увижу, я поучаствую. Так что, Саш, лучше не доворачивать сильно, потому что иногда даже на автомате потом... У меня такое было, раза 2-3, вот, что нога прокручивалась. Да, я чуть не падал. Тут реакции не было хорошей, да? Чтоб валялся. Вот и ловили так раз, может, 2. Поэтому рекомендую толкаться 3 пальцами. Вот, толчок делать. Левую чуть-чуть, левую чуть-чуть. Ты должен импульс дать импульс. Вот. Воскресенье. Воскресенье было позавчера. Вот. Импульс дал, и все. Импульс дал, чуть-чуть крутил. Вот. И пальчиками толкнул. Да, по тренировке онлайн. Вот, бодибилдинг. Комплексы. Тренировочные процессы записаны в профиле. Интересно. Записывайте, смотрите, тренируйтесь. Эфир здоровья. Блог о спорте. Спасибо за лайки.
Ну что? А учиться, конечно. Это обязательно нужно новичков. Как учили в этом случае? Но ножку надо поднимать и проворачивать. Вот она поднимается. Она поднялась. То есть, чтобы человек принцип понял. Крутить ее не надо. Это, кстати, тоже очень важно. Я, может, там, где говорил, а где, может, не говорил. Это тоже очень важно. Крутить ее не надо. Вы ее не крутите. Вы поднимаете на носочек и проворачиваете, как толчок делаете. Не вот так, а как толчок. Вот. Вот это тоже очень важно, ребята. Кто смотрит, начинающие, да, не крутим ногу, не крутим. А мы толкаем, просто, чтобы понять. Вот. Если когда ты так стоишь, Раунд 2. ты толкаешь правильно. Ну, то есть ты учишь так толкать, да, просто сюда. Вот. А когда ты стоишь в стойке боевой, ну, типа нога так и работает, в принципе. Просто многие заучивают вот так вот. Вот, и все, и человек падает. Вот для этого. Для этого поднимаем. Динара, у меня там целые комплексы. Вот, целые комплексы. Найди, пожалуйста, плейлист для новичков. Для новичков, да. Там полностью я рассказываю с самого начала, вот, как начать вес переносить, как пружинку делать. Все доступно, ребята говорят, что понятно, вот кто занимался. И не стесняйся, пиши прямо под видео. Если что-то непонятно, просто под видео прямо. Мне непонятно и это. Я говорю, расскажите и это, то есть не стесняйтесь. Потому что я ребятам пишу специально. Вот везде в видео. Потому что то, что я знаю. Азамат. Вот, приятно познакомиться. Меня Владислав зовут. Владислав Павлович. Ну, я чуть-чуть старше. Так раза в 2. Так что заходи, вот, подписывайся, задавай вопросы, не стесняйся. Для этого блог создан. Вот. Я делюсь своим опытом, да, то, что я знаю. Так что, ребята, тренировки онлайн. Кто желает, подписывайтесь. Я в эфире, стараюсь быть часто. Сейчас каждый день не получается. Хорошо, Азамат. Хорошо, Азамат. Так, с чего тебе начать? Да, ты... Так. Ну, основной перенос веса. Я ничего отдельно тебе нового не скажу. Азамат, отдельно ничего не скажу. Там все для всех одинаково. Это перенос веса, пружина. Свой вес, чувствовать свое тело. Ты должен... Какой у тебя вес? Хожу на борьбу 9 лет.
Ну, это ну, я тоже, кстати, боролся. Я 1,5 года, почти 2, ну, можно сказать, 2, может, и 3, потому что я продолжал. Э, я имею в виду полностью, да, если. Я на вольную тоже ходил, да. Вот. Но с нее осталась прокачка шеи, да. Вот, мостики всякие, работа с резиной. У меня вот борцовская резина до сих пор. Так что с борьбы тоже взял много чего интересного. Я тебе рекомендую смотреть с первых видео. С первых видео я там стараюсь, ну, вот. Мне не тяжело, но я нового, думаю, навряд ли я что-то тебе сейчас скажу. Знаешь, потому что я там готовился, планировал, да, как с нуля все, да, человеку дать, кто хочет научиться. Вот, поэтому заходи, не стесняйся, задавайте вопросы. Потому что там много информации, опыта, ну, вообще, в основном, да. Там много информации о ошибках. Тоже приходят ребята, вот спортсмены. Так что заходи. Всех приглашаю на тренировки онлайн. Донца хочет тренинг. Класс. Феля спорт, феля спорт, феля спорт. А я скажу, дядька, малой прибежал такой. Смотрит, махает какой-то 61, 61. Ой, ну, хороший вес. А что у тебя вольно? А у тебя вольная борьба или классическая? Какой ты борьбой занимаешься? Ну, это греко-римская. Ну, это вольная. В мое время, я не знаю, как у вас сейчас называют. Научись, научись чувствовать. Ну, вас учат тренера, я думаю, на борьбе. Вот, главное, научиться чувствовать свое тело, да, баланс найти. Вот, как центр тяжести, да, научись переносить вес, научись балансировать, да, вес сюда переносить, сюда, это я все рассказываю. Там Азамат очень много видео, можешь писать, не стесняйся, под видео прям. Мне непонятно это или... В наше время называли вольная борьба греко-римскую. Была классическая греко-римская. Да, приходи, не стесняйся, я специально для этого сделал. Вот. То, что знаю сам, то, что я поделюсь. Вот. Была жара, 3 дня. Нормальная погода была. Не за что, Азамат. Не за что. Поэтому научись переносу веса. Первая пружинка, перенос веса, пружинка. Вот. Потом уже там пошагово я объясняю. Раунд 4.
Ребята, тренировки онлайн, бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, кроссфит, смешанная тренировочная, блок в спорте, все, что с ним связано. Подписывайтесь, смотрите видео. Кому интересно, задавайте вопросы. Делитесь своим опытом. Да, спортсменов занимается. Вы тоже, Азамат, приходите, ребята. Можете же общаться не только за бокс, общайтесь по борьбе. Вот забыл я, парень тоже приходил. Блин. Вот, когда его давно не было, тоже он борьбой занимается. Вот, поэтому обменивайтесь опытом, да, потому что я для этого специально вот канал и создан, да, чтобы люди могли обмениваться опытом в спорте, в боксе, в бодибилдинге, неважно, вообще можете даже про теннис разговаривать. Разницы никакой нет. Главное, чтобы это была польза для здоровья, да, для людей, короче. Вот и все. Это единственная цель. Вот и обмен информацией о спорте, у кого кто что узнал. Вот сегодня мы разговаривали за то, что нельзя шею 300, ну как, не то, что нельзя, можно, но нежелательно. То есть уже сейчас очень много мнений, очень много всяких научных изданий. Вот. Шею лучше по 360 крутить, делать частями, да, правую сторону, левую, заднюю, перец. Ну, короче, вот каждый день какие-то, каждую тренировку, тю, да, это, флексбол, да, флексбол, компресс, о, Саша, тоже, ты же борец тоже, да, Саша? Сань, ты же тоже борец, по-моему, да? И тайский бокс, ты, помню, мы как только познакомились, ты про тайский вроде бы писал. Окей, no problem, no problem. Все-таки юнг баскетбол. О, все. Так, а что у меня? Я уже забыл. А сейчас буду делать файтбол. Все три раунда у меня. 3 раунда. Ребятки, буду делать сейчас это специальное приспособление. Я сейчас буду 3 раунда делать. Я еще даже к нему не привык. Специально рассчитано вот, технологически, да, под тайминг, под этот, который подлиннее. Раунд 5. А второй на тайминг. Я сегодня взял. Если у меня времени с ними серьезно занять. Ну как, есть время, просто для разнообразия это тоже хороший инструмент вот, для реакции. Можете его так же точно, как и мяч, да, я вот делал. Побили, да, взяли его, взяли, покидали. То есть тоже можно по-разному. Ну, вообще, вот, это для реакции. Да, оно рассчитано на тайминг. Реакция. Ну, тайминг, реакция. Тоже рекомендую как комплекс, да, включать. Сильно не зацикливаться. Чтобы научиться, надо начинать с мяча. У меня есть там видео, вот, я рассказываю, да, как научиться вот, работать файтболом. Есть видео, там я рассказываю, с чего начать, как опыт, да, с чего начать, как подготовиться. Вот. Можете его пересмотреть.
есть, чтобы начать работать файтболом, ну, рефлексом, файтбол, надо научиться обычный мяч. Ставишь, да, вот, ловишь. Вот, то есть проработать базу, проработать базу. Первый заход. Ух ты. Ага, ну я ж помню, что тайский, мы изначально про тайский разговаривали. Вот я помню, Саша. Ты ж память еще по-русски. Поэтому файтбол рекомендую включать для скорости, для реакции, для тайминга тоже, да? Ну, сильно на него не рассчитывать. Реакция, скорость. Гораздо пропустит. Господь Бог. Такое упражнение. Сейчас еще один раунд сделаю. А есть покороче, Игнат. Вторая будет покороче. Это специально. Вот. А есть короче, видишь? Да, я знаю. Я в курсе. Спасибо, друг. Я в курсе. Я сейчас 2 раунда делаю длинной и потом меняю. Это уже профессиональные эти. Рефлексбол, он тут специально уже рассчитаны эти и нитки, и мячи. О, да, спасибо. Спасибо за лайки, ребятки. Так что я делаю по раундам. Делаю для уклонов. Да, вот эту беру для уклонов. Отрабатываю смещение. Вот. А ту короткую беру для тайминга. Раунд 6. Тут тоже свои, да, свои нюансы. Можно поразбрасываться. Вот. Ребятам рассказываю, да, они увлекались, но использовали. Да, потому что особо сильная нагрузка. Это как такой, да, игровой вид. Просто можно так сказать. Но для разнообразия это необходимо, потому что тут и тайминг, скорость, реакция. Использовать нужно. Я использую. Вот я еще делаю, да, не постоянно бью, да, делаю. Привет, ребята, всем привет. Спасибо, спасибо, ребята. Вот. Использую ее, да, как вот обычный мяч, да, поставили, раз, два, то есть работаем. Спасибо за лайки, ребята. Хорошего вечера. Вот использую как обычную. Ну, то есть поработал, да, там 3 минуты у меня стоит таймер. Я поработал минуту, да, взял в руки, покидал, половил, просто как мяч, да, без риска, ну, как мяч. Вот, для разнообразия. А потом продолжил снова, да, вот как я делаю, у меня как это, как войски. Делаю как бусти. А тебе наоборот тяжелее, Саша, или что, я не пойму. Длиной мне тяжело. Надо, чтобы комфортно было. Вот, длину сделай на длину кулака. На длину кулака отрегулируй. А мне наоборот, да мне и тот нормально. Не знаю, я вообще, когда начинал тренироваться, резинка с трусов, вот, знаете, широкая такая была. Ну, не с трусов, я имею в виду для шитья резинка обычная. Вот. Обычный теннисный мяч, какую-то липучку там где-то нашел, что-то там сам смастерил.
Вот. То есть что сейчас уже такие всякие... Сейчас уже столько всего попридумывали. Да? Да, кстати, есть же, ты правильно говоришь, есть такой вот раз и блочок ставить. Я тоже когда-то расскажу. Вот. Здесь можно добавлять в это упражнение еще блочки. С блоками работать. Вот. Ну, уже как-то потом видео. Ну, хорошо, что ты написал, напомнил мне, потому что здесь тоже есть разнообразие, его можно чуть-чуть там по-другому делать, другой техникой. Вот это блоки можно ставить. То есть ты ударил, и блок, да, пусть чтобы мячик сюда бился. То есть блок отрабатывается. Удар и блок сразу, да, чтобы рука привыкала. Ну, то есть ты раз, да, и сразу ты возвращаешь, чтобы у тебя было правильная работа. Ага. У меня она всегда, Саша, с собой, она со мной. У меня они вот это все мои причиндалы в основном ездят со мной всю жизнь. Куда-то поехал, ну, в Европе-то я уже купил там почти все, и то кое-что передавал. Вот. У меня всегда с собой все, я могу в любой момент захотеть потренироваться. Round Вот 6. это теперь короткая. Вот короткая, если Игнат еще не ушел. Вот у меня, смотри, какая. Вообще вот возле его. Ну, не сильно короткая, но мне она достаточно, она для тайминга хорошая. И пошел на тайминг уже работать. Эти перепады температуры. Я проснулся сегодня с насморком. То было 30 градусов. 30 градусов было тепла 3 дня. Бабах, потом 9 градусов. Аномальная жара была. Понял, да, Игнат? Это что я тебе как раз думаю, ты ушел или нет? Вот. И на таймер здесь хорошо. Вот, ты становишься, да, и отрабатываешь. Назад пошел, вот, поменял точку, вперед пошел. Вот, коротенькими шажочками, длинными. Здесь свои. Можно, да, здесь. Вы хорошо, кстати, что начали мне за это говорить. Тут есть свои всякие приколы. Я как-то, наверное, сделаю. Вот, видео тоже, да, покажу. Что можно с этой резинкой делать. Ну, мне, честно говоря, было чуть-чуть не до нее пока. Для тайминга очень хорошая штука. Для тайминга очень хорошая. О, Олег, добрый вечер. А чё маленький? Я не понял. Не знаю. У меня нормальный экран. Вечер добрый. Не знаю, пока ничего не вижу. У меня нормально. Вот, ребят. Я? Пожалуйста. Короче, я сделаю видео. Расскажу, да, как с этими мячами подробно. Да, это интересно. На самом деле, не в том плане, что там основная тренировка, это туда-сюда, но есть такие рефлексорные, да, вот как блок, да, допустим, раз, то есть раз, потому что это надо. Вот, это нужно и локти, и блок. Вот, это надо отрабатывать. То есть ты стоишь, раз, вот, раз, чтобы у тебя, ну, ты во время... Ну, так я же тебе говорю, Саша. Вот это, ребята, как разнообразить. Вот, раз. То есть ты вот так в спарринге работаешь, да? Вот, и тебе надо, ну, ты атаку сделал, тебе надо закрыться. Вот это то же самое. Вот, можно таким образом прорабатывать. Вот, ребята, пишите, кому интересно, какие вопросы задавайте. Вот, подписывайтесь. Да, Саш. Да, то же самое. Я как-то взял с какого-то там то ли рюкзака, ну, вот эти, понял, липучки, там где-то намотал, короче. Да.
Всем привет и всем хорошего вечера. Вот, хороших тренировок, хорошего времени суток. Вот сейчас у меня еще один раунд. Я сделаю и будем. Так что, надеюсь, будет время, а я сделаю. Раунд 8. А что там Олег писал? Какой-то экран маленький. Что, плохо видно, да? Главное, что слышно. Ну, в принципе. Блин, а я не пойму, что это за фигня. Я себя вижу на большом экране. Сейчас попробуем. Олег, я не знаю. Не знаю, брат, что это. А вот так не лучше. Фу. Да что ж такое, а? Никто ничего мне не писал. Но я вот так смотрю, вертикально, как расстаю. У меня экран как в шотах. Да ну ты что, блин. Это какой-то глюк, Олег. Это какой-то глюк у этих самых, у Ютуба. Потому что я себя нормально вижу. И мне в эфир было тяжело выйти. Я там минут 6-7 колупался. Они мне там что-то... А, все, я закончил 8 раундов. Ну, как есть, так есть, Олег. Зато сегодня куча тем было, и ребята, молодежь заходила. Вот. Так что ничего страшного. Я такое основное, я все выкладываю. Так что сегодня разговаривали там за шею, да, что вот эти движения сейчас уже рекомендуют не делать. Да, в разминках делается частями. Правая сторона, левая, вперед, вот так полуосями, да, когда начинаешь шею разминать.
Вот это обсуждали, там обсуждали борьбу, вот, обсуждали файтбол. Разминка снова была, полная разминка, да, в разминку много разговаривали. Так что, вот, а если что-то важное, я выложу обязательно. Ребята там подсказывают тоже, вот Саша, Эйджи, там много кто, ты заходишь, Саша, еще заходит один, сегодня нету, Рыбачок. Заходят ребята. Так что, да, главное, что общение есть, что слышно меня, да, вопросы есть, молодежь заходит, задает вопросы. Так, сейчас, ребята, пресс будем прокачивать. Я не знаю просто, что сделать, Олег. Поверь, я тоже, наверное. А сейчас, не? Да не, Саш, это какой-то глюк. Это какой-то глюк. Вот. Ну ничего, я зато нашел, здесь он ролики можно делать, оказывается, в процессе. Только что там все начал щелкать, он можно шоты делать сразу ну, с эфира, да, нажал, оно пишет. Да, все. Не, Олег, нормально, я как раз разобрался. То, что я потом видео пересматриваю, там запоминаю то, что, ну, толковые, да, какие-то моменты, там, о чем разговаривали, потом дело. А здесь, оказывается, вот я сейчас начал щелкать, нашел кнопку, нажимаешь, и оно пишет мне, что видеоролик сохранился. Ну, я потом посмотрю. Может, если такое есть, так мне это удобно. Я буду сразу что-то рассказываю. Раз, нажал. Вот. Если кто-то знает, напишите, как это делать в эфире, да, чтобы сохранять сразу. Вот мы общаемся сейчас, да, там, про то, важная информация, да, чтобы нажать, и она сохранилась. Вот если кто знает, напишите. Так, сейчас минута планка, ребята. Минута планка. 1 минута планка и 50 повторений ножницы с суперсетом без отдыха. Не дали мне. Не дали мне. Молодежь негодяи. Расстреляли телефон. Вот. Ну что, сейчас настроим. It's okay, все окей. Ребята перепугались. А тут у меня уже эта штука моя, она растрощенная. Я ж на поле занимаюсь, и тут постоянно мячи летают, то еще что-то. У меня эта фигня, она уже растрощенная. Тут уже она с запчастей у меня, короче, собрана. Планка, минута и ножнички. Суперсет без отдыха. Пиши, ребята, кому-то все интересно, у кого какие вопросы. Сейчас планка, будет потом ножницы. И 2 подъема. Шея, это будет сегодня разминка. 3 дня отдыхал, будет просто руками шею буду делать. Ну, это, соответственно, что кому интересно, есть профиль это упражнение для разминки шеи, для поддержания вот, тонуса мышц. Можно использовать, корректировать нагрузку, ты сам руками его делаешь. Заморачивайся, сразу делаю ножницы. Голова чуть-чуть вверх, вот так, держите голову за головой, так, пресс напряжен, и ножницы. Я 50 раз делаю. Голову чуть-чуть поднимайте, чтобы пресс напряжен был, тогда эффект больше будет. Голову руками поднимайте, тянете голову в коленку. Фу.
супер, не знаю, мне это упражнение, я его очень давно делаю, оно мне нравится. Да, Саш, это всё ерунда. Не, он это, я в нем с ним и плавал, короче. Ну, правда, уже его по гарантии сдавал. Брешут все равно вот это в описаниях, там не тонет, не этот. Все тонет, все глючит, короче. Не знаю. Не, он у меня в защитном таком типа корпусе. Не, они мне разбили, ну, не они, а вообще я уже, ну, и они. Этот, саму вот эту, у меня такая, понял, фигня выдвижная с таким кругом, чтобы там подсвечивать, когда темно. Вот, уже все, ей уже ласты надо будет обновить. Вот, как-то там чуть позже возьму. А, вот, сейчас шею будем делать. Да хай играет, Сань, фиг с теми телефоном. Вот сейчас ребята шею как раз будут делать. Тренировки онлайн. Вот, бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, бег. Вот, ребята, кому интересно, видео в профиле. Подписывайтесь, приходите, задавайте вопросы. Вот сейчас шею будем делать. Уже на новый набрасывается. Круг этот. Это называется фиксатор, это телефон, не помню, селфи-палка, типа. Берем рукой, вот, и тянем не спеша сюда рукой, отсюда шеей, вот, и даем нагрузку. Я это упражнение делаю как разминочное, да, для поддержания тонуса шеи. Вот. Ты можешь нагрузку сам регулировать. У тебя и на руки нагрузка, и на шею. Вот. Сюда тянешь рукой, отсюда шеей. Вот это упражнение можно использовать и для профилактики. Вот. Только аккуратно, медленно, когда начинаете, тянуть сильно не надо. Вот в одну сторону сделали, во вторую. По полной амплитуде старайтесь, да, до самого конца наклонили. И сюда до самого конца тоже тянете вот этими мышцами, которые это грудно-ключевые, как-то, ну, они ключица и грудь связывают, да, вот держат. Вот сделали вправо-влево, да, и потом назад и вперед буду сейчас показывать. Вот у меня в профиле есть это упражнение, там, да, можно найти. Вот тоже. Это я показываю, будет потом видео. И там будет эта карта, да, вот этот вот. Вот. У меня есть видео, да, специально. Спасибо за лайки, ребята. Специально, ну, как шею делать конкретно вот это упражнение. Вот, теперь берем сзади, тоже, да, тянем, давим вниз, потом вверх. Вниз сопротивляем, давим руками, сопротивляемся шеей, вверх, давим шеей, сопротивление руками делаем. No problem. Можно в замок брать, можно вот так, я так делаю. Вот, можно совмещать это упражнение, да, там, с мостиком борцовским. Вот ребята борцы были как раз. Ну, я делаю его, когда именно прокачиваю, я делаю вместе с мостиком его, да. Первое упражнение делаю легкое, разминочное, да. Потом уже сильнее, потом мостик, то есть делаю 3-4 подхода, когда шею именно хочу пробомбить, да, сделать. Вот я делаю это упражнение 2 раза, 2 подхода. Первое разминочное, второе уже силу прикладываю. И 2 раза мостик передний, задний. Вот, и эффект очень довольно-таки хороший. Вот, и теперь перед. Тоже давим вверх, руками сопротивляемся шеей. Вниз давим шеей, сопротивляемся руками.
О, шаман, привет. Привет, друг. Как дела? Шея, твое любимое, помнишь, ты меня спрашивал, как шея? Видишь, ты, наверное, тебе этот YouTube, да, ты спал, тебя YouTube разбудил, говорит, шаман, там Влад шею делает, иди смотри. Реакция бомба, прикинь, мяч летел в этот, я успел остановить мяч. Вот, а вообще прикол, это в зале, когда был, сейчас, пацаны, прикол расскажу, там в Брюсселе у пацанов там, ну, кто брат убрал, потому что то прыщами обкидывала. Там, ну, жарко, вот это 3 дня по жаре проходил, обкидала. Вот, делал ну, короче, чуть-чуть промазывал голову. Да уже жарко сильно было, оно чуть-чуть мешает, когда тут ложится, то глаза закрывают, то еще что-то. Потом сделаю. Так у меня падал телефон. Вот, прикол, общаюсь. Падает телефон, и я его внизу левой рукой ловлю. Успеваю поймать уже возле пола. Только что мяч тоже летел вот в эту для селфи фигню, да, я его в шух успел тоже ногой оставить. Ну, короче, дело будет, да, реакция еще есть, слава богу. Не, просто прикольно, сам, да, не ожидал. Ну, реально падает труба, вот уже все, уже почти на полу, раз, левой, клац, и в руку, и назад его ставлю. Как раз эфир был, это в эфире было. Вот, ребята, подписывайтесь, эфир здоровья, тренировки, бокс, бодибилдинг, легкая атлетика. У кого есть вопросы? У кого есть вопросы? Пожалуйста, задавайте. Виталичка, я сам разберусь, куда мне идти. Ты там себе в Козивке себе давай, там куда идти тебе. Вот. Будь любезен. Ну да, брат, да. Нет, а реакция всегда была хорошая. Так что, слава богу. Добрый вечер. Да мне все равно, кто там что говорит, Виталичка. Ты за себя, дружок, переживай, что там тебя, вот, все было хорошо. За меня не надо, я разберусь, куда мне идти, что мне делать, слава Господу Богу. Вот. Без тебя все стало как-то не очень без тебя, и в этот момент я тебя блокирую. Вот. Класс. О, прикольно получилось. Привет, привет, привет. Как раз и песня в тему, да, без тебя все стало очень скучно, и Витальку отправляем куда там ему надо. Эти сатанистов не люблю, вот это, которые людей убивать заставляют. Вот. Просто. Я откуда, когда, сейчас или потом, или всегда, или куда планирую. Что тебя именно интересует и для кого интересуешься? Для себя или же для полиции, милиции, ТЦК? Где вы там работаете, я не знаю. Да ну, брат, а что, ну как можно общаться? Для меня, ты знаешь мою точку зрения, Саша. Ты знаешь мою точку зрения. Знаешь. Просто как-то хочется, понимаешь, наоборот, отвечаю я тебе. Я каждое утро встаю, думаю о родных, да, о родителях, о близких, и думаю о том, как это быстрее, чтобы закончилось. А есть те, которые это разогревают, те, которые вот это бревна подкидывают специально, чтобы оно не заканчивалось, понимаешь? Вот это яркий представитель. Ну, хорошо, что я их не вижу, вот, что я их не вижу, понимаешь? Вот. У меня многие друзья вот так попереобувались. Вообще мне вот так говорили, да мы бы тебя бы сейчас отправили, сами не идут, понял, а ищут лохов, которые пойдут, да, ну, короче, вкидывают. Не я, а кого-то вкинут. Есть и такая публика, которая людей вкидывает в топки вообще конкретно. Вот, ну, короче, ты понял. Я не хочу продолжать, брат, эту тему. Я желаю, чтобы она сейчас закончилась, чтобы был мир во всем мире. Вот это мое желание к Всевышнему. Пусть закончится, пусть люди не страдают, пусть будет вот всем классно, всем комфортно, всем хорошо на этой планете.
Мне им даже не надо отвечать, Саш, серьезно. Они даже этих ответов не заслуживают, я думаю. Так, ребята, сейчас подъем ног. Тоже подъем ног на перекладине. Вот. И так вот, поэтому там, ну, бесполезно даже и не о чем разговаривать. Потому что я смысл знаю, что они тут делают. Поэтому мне с ними не по пути однозначно. Тоже подъем ног. Вот такое упражнение. А вот тоже где-то делся человек, да, откуда там что-то. Его сразу рассекретили, тоже сразу сбрил. Так что, ребятки, подписывайтесь, приходите онлайн. Кто начал по моим комплексам, спасибо, ребята, за лайки. Начал заниматься. Вот, приходите, задавайте вопросы. Я стараюсь онлайн быть. В эфире каждый день. Да, шаман, Швейцария. Да здесь в Европе вообще неплохо. Люди, да, живут для себя. Трудятся тоже, тут никто не гуляет, никто не это. Все работают, занимаются и домашними делами, и работать успевают, и отдыхать. Тоже народ трудолюбивый. Такие дела. Я делаю 2 повторения на подъем ног. Вот после планки, после ножниц. Вот это, ну, как комплекс, да, идет. А между ними шея, да, чтобы чуть-чуть кровь проциркулировала, да, от живота, да, вверх пошла, чуть-чуть даю нагрузку в разных частях тела. Это специально, да, для циркуляции крови, такой трюк. Вот. Еще сейчас один подход, ребята, подъем ног, и буду делать, буду заминку делать баскетбол. Олег, прощай, Виталий. Они по-любому, я уже сегодня думаю, блин, никого нет, аж удивительно. Но я знал, что это неизбежно, это неизбежно. Неизбежно, потому что им надо тоже что-то делать. Что-то делать очень важное, чтобы не попасть никуда. Вот. Все, ребятки, еще один подход. Спасибо за лайки. Вот, подписывайтесь, в профиле очень много видео касаемо тренировок, да, как начать тренироваться дома, как начать тренироваться самостоятельно. Я тренируюсь онлайн тоже, да, даю рекомендации, советы с личного опыта. Бокс, бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика. Поэтому, ребята, подписывайтесь, просматривайте видео, кому интересно. Вот, приглашаю в эфиры, задавайте вопросы. Есть основы бокса для начинающих, кто хочет начать самостоятельно тренироваться, есть целый плейлист. Да, можете ознакомиться. Вот. Есть плейлисты общие, комплексные тренировки, то есть смешанные. Есть разминки специальные, есть дыхательные упражнения, есть упражнения с гантелями, о беге есть видео. Вот. То есть все, что связано, все, что касается спорта, можете найти у меня в блоге. Вот. Это эфир здоровья, да, я сам тренируюсь, веду эфиры. Вот, это для того, чтобы кто-то начал заниматься, чтобы мог задать вопросы, чтобы мог посмотреть, как это вживую, допустим, да, какие-то упражнения делаются, я могу рассказать. Поэтому приглашаю всех подписываться. Вот, кто хочет начать заниматься спортом, может быть, самостоятельно,
бережет свое время, ценит, да, потому что сейчас поездка в зал, это, да, очень много времени надо потратить и средств, и вот, кто хочет сам заниматься, вот, можете приходить на мои тренировки, изучать их профили. Вот, если они кому-то подойдут, приходите в эфиры, задавайте вопросы. Вот, всех приглашаю. Всем здоровья. Спасибо, ребята, за лайки. Всем здоровья, всем в спорте, бокс, бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика. Подписывайтесь. Подписывайтесь, приходите в эфиры, задавайте вопросы. Кто хочет начать, кто хочет начать самостоятельно тренироваться, вот, не знает с чего. Я в своем блоге рассказываю, ребята, о том, как тренироваться, с чего начать. Вот, всем хорошего вечера. У меня уже тренировка окончена. Вот, ребята. Эффект хороший, да, скажу по самоту. Вот. Приглашаю всех. Вот, у меня комплексы, они рассчитаны. Разминки есть такие, да, которые подходят любой возрастной категории. Вот, не обязательно быть спортсменом или боксером, можно просто быть человеком, который хочет начать тренироваться, не знает с чего. Вот у меня вы можете на странице, да, в блоге найти уже такую информацию, где подробно все расписано. Вот, тренировки, есть для разминки там специальные комплексы в профиле видео. Вот. Специально описана разминка, как делать. Постепенно каждое упражнение расписано. Упражнения с гантелями. Вот. Целый комплексы есть для людей, которые занимаются боксом, бодибилдингом. Вот. В общем, все, что связано с спортом. Приглашаю тоже ребят, кто тренируется, делиться советами, да, делиться какими-то новостями спорта, вот, новыми тенденциями. Приглашаю. Так что всех приглашаю, ребята, на тренировки онлайн. Влад, пусть у тебя все получится, ты задумал. Спасибо, брат. Саш, спасибо большое. О, ребята, я не видел сообщений. Ребят, я извиняюсь. Я не видел сообщений. Блин. Ребята, сори, короче. Вы тут... Я стою, разговариваю, я не видел ни одного вот этого сообщения. Тут уже...
Спасибо, Саш, ребята, спасибо всем, спасибо всем, ребята, за пожелания. Это взаимно, вот, ребята. Да, пусть оно все, да, станет на свои места, как раньше жили, все было хорошо, вот. Дай бог, чтобы оно кончилось поскорее. Вот. Ребята, всем привет, всем хорошего вечера. Я не видел сообщений, вот, ребята, только прочитал все. Вот. После. Ага, что-то помню, мы, по-моему, переписывались. Да я вообще не видел сейчас, ни сообщений, ничего. На соревнованиях был. Спасибо за лайки, ребят. Что там, как успехи? Ага. Я еще нет пока, не был, ничем похвастаться не могу. Вот. Так что за соревнования, пиши, что выиграл, какие успехи, какие награды, какие регалии. Вот. Окей. Вот. Шаман, что у тебя там за апатия, друг? Не падай духом, брат, все будет нормально. А что ты не хочешь этот? Уже ж тепло, ты там на велике начал уже ехать. Шаман. Привет, ребята, всем привет. Шаман, ты на велике начал уже кататься? Я в это воскресенье не поехал. Был дома, 4 дня отдыхал, потому что так набегался. Было 3 дня жары. Вот, я по поездам, по автобусам. Это Бельгия, друг. Это Бельгия. Город маленький. Ну, город Жегин, если тебе нужно сказать. Это стрим с Бельгии. А что может и так, Саш? Что вы там с шаманом уже сожрался? Ты что? Блин, я про что-то пропустил, что вы там выясняли. Ну, спасибо, брат, спасибо. Саш, спасибо тебе за пожелание, брат. Я тут... Всех, да, ну только светлые. Да, плохие нам не надо, и так уже их. Не, сегодня был бокс. Славин, был, брат, только закончил. Вот, ребята не дадут соврать. Только закончил, и бой с тенью был, и рефлексбол, и прыжки были, и уклоны, и нырки. Да не, ну как, час была тренировка. Была, брат, была. Будет эфир, не знаю, говорят, маленький экран. Вот, ну, посмотрю, если видео не очень, то не буду делать. Да там много видео, если что-то интересно, можно найти. Так, завтра финал, я сегодня... Ну, ничего страшного. Я постараюсь в следующий раз заранее выкидывать, потому что тоже куча дел своих было. Да, это прямой эфир. Я его встретил, наверное. Нет, профессиональных нет. Профессиональных нет. Ну, я боксировал с профессионалами, но в профессиональных не участвовал. Аматорские, любительские бои. Но полный контакт, ну, я в разных соревнованиях участвовал, но именно профессиональных, что это там на каком-то среднем уровне, я не участвовал. Но опыт есть спаррингов, ну, и боев с профессионалами тоже, да. Вот, поэтому. А что такое? А был фанатиком? Не понял. Не, я не впервые.
Я просто не понял, что по поводу боев ты ответил, а где впервые? Не, я здесь, ну, в Ютубе или где впервые. Просто чуть-чуть конкретнее напишите, пожалуйста. А что ты, шаман, начинай на велике. Велик это ж тема. Ты знаешь. Ты ж сам мне порекомендовал, сам мне порекомендовал, мне зачем? А сам не кто это умеешь делать, и сам не хочет. Я ничего не делаю. Не, Саш, да я сейчас сильно силовые не делаю, брат. Вот и 2 недели вообще силовые не делал. Ну, эспандеры я не считаю силовые, там эспандеры, резина. Вот на этой неделе у меня будет первая за 3 недели силовая тренировка. Я не хочу, я не даю, мне само верить на силу. Да, ну, понял, то, что я имею и от природы, и за годы тренировок, мне этого предостаточно. Я сейчас мало делаю, то есть практически я не занимаюсь до того состояния, чтобы у меня вот, ну, ноги только сейчас, в основном на ноги, а вообще прям сильных болей не было. Были, когда большой вес брал, ну, просто как нога. Знаешь, как нога отжимания, становится больше тел, вот. Сейчас с железом очень мало работаю, только на выброс гантелей. На удар, просто прокачал, быстро маленький вес. Да? Поэтому я так сильно не загружаю, Саша. Да нет, кстати, после отжиманий Саша никогда не болеет. Я делал отжимания раньше, когда что-то занимался серьезно параллельно. Я не боксировал, было тяжелой атлетикой заниматься. Вот. То я делал отжимания, у меня был рекорд 100 отжиманий. Это когда ты... Я делал отжимания, потом делал отжим, потом делал потом, не знаю, у меня никогда, Саш, я не помню, что у меня болели плечи, слава богу. Не знаю, брат, ничего тебе не... Там тебе шаман этот... А, резина не сила. А, да, кстати, резина. И вот это то, что я восьмерки. Саша, восьмерки тоже прокручиваю. Иногда бывает, болят. Болят. Это мне болят только от того, что я их разбрасываю резко. Вот, то есть, когда боксируешь, да, выкидываешь. Где-то чуть-чуть недоразмялся, где-то руку бросил. Вот, и, наверное, чуть-чуть с сустава выскакивает, может, где-то да, связка или сухожилие. Вот такие боли. Да, нет, хотя, наверное, нет Вальхара, я не помню. Я делаю восьмерку, Саша, кручу восьмерку. Вот, планирую завтра утром выскочить и начать уже утреннюю тренировку. Это самое, планировал, да, утром заниматься, а сам не хожу, вот, сплю до 9 утра. Вот начинается, шаман, хватит мне людей-то. Уговаривает. На то он шаман, да? А? Two, three, О! О, так что это сильно тяжелая 50 килограмм на 50 килограмм. Самое сильное. У меня есть московская резина. Есть, мне передали. Прислали попозже. Я не знаю, что она есть. Но мне ее хватает, чтобы работать, ну, работать для удара, да, для вот, отработки там, какие-то силовые. Не знаю, если это килограмм, я всё
тренировок, что я без резины сделал, потому что вот это, Саша, такие силовые. Смотри. Поэтому, может, из-за этого я не забиваю сильно. Может, из-за этого. Ну, бывает, да, бывает, чуть-чуть вот это выскакивает. Я восьмерочку кручу, начинаю, встал, да, и пошел. И потихоньку плечи, оно отпускает. Траекторию проходит. Ой, 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 ой. Два раза, да, с кольца выпрыгивал. Два раза с кольца. Это ж баскетбол у меня для заминки. Или для разминки, или для заминки. Я побегал, позанимался. Баскетбольчик. Поделал упражнения, попрыгал. Тоже полезно, ребятам рекомендую. Игровые виды спорта. Для заминки, для разминки. Хорош. А я посмотрел. Да, вроде бы попрыгал, побегал. А у нас только удара. Хорошо. Для разнообразия поутиловать. Специальные мячи большие. Специальные тяжелые мячи с весом, да? Вот как-то планирую сделать видео, может быть. У меня сейчас, Саша, 93 почти, надо сбрасывать срочно, набрал. Спасибо за лайки, ребят. Класс! Класс, супер. 93, Саш, надо 2 килограмма срочно убирать. 4 дня, за 4 дня набрал. Вау! Ау! Хотел пин баскетбольный. Так что это как заминка, ребят. Да не надо, надо убирать, потому что я же 90 записал себя. Я 90 килограмм написал, Саш. Ну, не знаю, будут в этом месяце, пока никто ничего мне не ответил. Да я сейчас 4 дня вообще отдыхал. Вот, не знаю. О, меня это не смущает. Там отдых, я имею в виду. Надо начинать. Ну, я как бы, это не лишний вес, это просто то, что не тренировался 4 дня. Эти 2 килограмма, они не особо. Ну, ты знаешь, понимаешь, значит, это 2 килограмма, которые сбрасываются за день, да, так сказать. Лишнего я не набрал. Это там где-то еда бултыхается, где-то вода. Где-то. 90 750, но я в 90 написал себя, заявку подал. Брат, а напомни,
Напомни нам, друг, у тебя ж смешанные, да, единоборства. Я уже просто всех без обид не могу все запомнить уже. О, фу! Он, видали как? Видали как? О, струа, видишь, струа? О. Ой. Да, 90 750, Саш. Друг, напомни, пожалуйста, я помню тебя, но не помню, по-моему, что-то не дзюдо, не? А, бокс и гиревой спорт, да, по-моему? Ой, ММА и гиревой спорт, или я путаю? Напиши, где ты участвовал. Я забыл, блин. А, рукопашка, гиревой. Ну, значит, я не ошибся, я помню все. А как икры? У тебя же там проблема с ногой была. Ну, рукопашка, ну, я дзюдо его называю. Да-да-да, я имел в виду это, дзюдо и гиревой. Вот, а как твоя травма? У тебя же травма была, я помню. Быстро ты восстановился, молодой, слава богу. Тут уже, тут уже с ракет уже иногда больше косишь даже, чем там травма. Иногда просто лень. Иногда просто лень. Хорош. Предмет. Супер. Тоже пацаненок, он закинул чуть ли не с середины поля. Вот, так что они ко мне, видишь, так не на бокс, так я их хоть чуть-чуть гоняю. Такой спортом заниматься. Чё? Покидали мяч, уже чуть лучше. А как ты поехал на соревнования после травмы, я не могу понять. Пипец. Кто тебя ну, надо, наверное, дождаться, чтобы зажило. Или уже нормально срослось? Да я понял уже, что ты выступаешь. Просто это не... Так, ребятушки, все, я буду идти. Вот, всем спасибо. Вот, всем здоровья, всем всего хорошего, да, чтобы у всех все получалось, задуманное, вот, все. Тренировки проходили, да, на нужном уровне, чтобы травм не было, да, ребята, всех рад был видеть. Вот, всем, не знаю, завтра хочу утром провести тренировку, но эфир делать не буду, наверное. Хочу завтра первую пробную, да, может быть, запишу видео, хочу там кое-какие комплексы. Вот, кое-какие комплексы сделать. Все, и здоровья тоже всем, ребятки. Все, давайте, хорошего вечера. Завтра, послезавтра увидимся в эфире. Пишите, кому что интересно по комплексам, по тренировкам. Все, пока. Да у меня телефон сейчас выключится. Все, всех рад был видеть.